Ту подборку, которую вы сегодня увидите, я, если честно, даже не знаю, как правильно описать словами. Самой жуткой? Нет. Самой новой? Не думаю. Может быть, самый плохой? Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и сегодня мы посмотрим еще одну подборку из 14 страшных и необъяснимых видео, где очевидцы утверждают, что им на камеру попались призраки. Ну а мы с вами это проверим. Назвать подборку хорошей или плохой я не могу, так как мы уже разговаривали на ту тему, что даже если мы смотрим фейк, он должен быть определенно качественным. А лучше, как и я, подходить сначала к вопросу с логической точки зрения, а потом уже трубить на весь интернет, что я поймал на камеру какого-то призрака. Устраивайся поудобней, прожимай лайк, подписывайся, ставь колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые видео на канале. Приятного тебе просмотра, погнали! В общем, ребят, здесь в видео рассказывается о баскетбольной площадке. Здесь парень так неторопливо идет поднять его, этот мячик, и что-то происходит. Что? Может, он лопнул? Баскетбольный мяч резко лопается. Я никогда не видел, чтобы такое случалось. Может, он Но, судя подошел, по там грыжа комментариям, была, это наверное, у происходит из-за мячика. И чрезмерного он такой, накачивания. И наверное, это довольно офигел. распространенное явление. Как бы про мистика-то тут. Мистика-то где? Если вы задаетесь вопросом, как ребенок узнал, что мяч вот-вот лопнет, он распознал форму перекачанного яйца, а это означает, что стенки мяча Тут даже ослабли мне в не том надо месте, ничего где он пояснять и трется. рассказывать. В Здесь конце все за нас концов, все это и сказали. есть результат. Я Знаешь, думаю, что перекачанный баскетбольный мяч так же плох, как и спущенный. так же 14. плохо, как Горит испущенный. свет, у тебя бывает такое чувство, когда ты приходишь домой и что-то не так? Здесь, в общем, одна женщина, возвращаясь с ребенком в темное время суток уже ночью домой, увидела, что у нее дома горит свет. И офигела. Такая, как так? Неужели забыла выключить? Женщина не помнит, чтобы оставляла свет включенным, поэтому она решает пойти и проверить, прежде чем заводить детей в дом. Прежде чем заводить детей, она решает включить свет. Но прежде чем она успевает это сделать, происходит вот что. Горы. Ну а в 911? Отправив своих детей за дверь, она заходит внутрь, но никого не находит. Ну глупо. Я бы 911 вызывал, например. Она спрашивает у них Квач-Квалькуно. Но затем, находясь внизу, она обнаруживает, что, возможно, она не одна. То есть это она уже вошла домой на следующий день. И у неё Большинство открылась в дверь, да? комментариях задаются вопросом, почему она вообще Сквознячок, вошла может? внутрь в первом месте. Вот именно. Надо было звонить, блядь, в спасательную службу. Говорить, у меня со светом что-то. И тень. И бы сказали, вы не по тому номеру звоните, звоните Но что в мне больничку. любопытно, так это вот эта штука в левом углу, пока она внизу. Что это такое? Ребенок. Потому что сказали, что у Что-то нее есть маленькое и дочь. короткое промелькнуло там. Или Это сейчас тот гремлин? момент, что дочь Это в тролль? садике Я или не там где-то уверен, учит что за на существо учебе. находится в этом доме вместе с ней, но похоже, оно представляет собой угрозу. Так, а тут какой-то прикол, я так понимаю, что здесь какое-то заброшенное здание, и чувак, вот, видали, игрушечный, это игрушечный жираф. Ютубер Blue Raven делится этими кадрами странной паранормальной активности. Издалека это существо Жираф выглядит так, охренел, как короче, будто от это того, что может свет быть увидел. какое-то животное, Это знаете, возможно, как лосик собака, но или затем олени, его когда шея бегут и свет самопроизвольно фар увидят, они такие вытягивается, хлоп и как у жирафа. стопорятся. И здесь в этот же такой же момент, типа, бах, жираф такой, «О, охренел. Мне кажется, просто за нитку вверху тянут, да и все. Очень похоже, да, что вверх подтягивают и отпускают. Когда оператор подходит ближе,
становится видно, что это не живое существо, а скорее чучело животного. Чучело животное. Чучело животное. Нану в голове. Блин, ну Так такая как же оно наигранность, подняло конечно. шею? Как же это сделалось? Мне кажется, это... Ну, здесь по-любому, Является если ли это это видео работой посмотреть это оборотня, до, как там по-любому предполагают жила некоторые в какая-нибудь комментариях? ведьма, что-нибудь Я в этом думаю, роде. что это может быть так, или это обычная старая активность полтергейста. В любом Обычная. случае, мой совет – Каждый бегите. раз испытываем. Так, тут, ребят, какой-то то ли концерт какой-то, то ли подготовка, может, там, я не знаю, к свадьбе или еще чего-то. И что-то они засняли в этот момент, пока репетировали. А, нет, концертик какой-то, смотрите-ка. А может, репетиция. Звука нету. А, что Посмотри же еще там? раз. Смотрим. Кажется, что прямо за пределами поля зрения стоит А, то есть это вот призрачная эта вся фигура. фигура, это серая. Я думал, это что-то стоит. М. Она не Но двигается. почему она там? Чего она хочет? Мне кажется, что она тоскует по живым. В общем, тут рассказывается, девушка одна такая по дому ходит, такая ла та та ра та ра та та все у нее классно, все у нее шикарно. Хренак! Бутылка улетела. Когда она выходит из-за угла, чтобы посмотреть, полтергейст реагирует еще сильнее. Ну-ка. Хорошо. Привет. М. И как будто этого было недостаточно. Ни за что, ни за что, ни за что, ни Чувак за что, водичку, ни за что, ни за что. полтергейст водичку потрогал. Дверь хлопнул. Неужели этот призрак просто пытается сорвать вечер кино у этой женщины? Я думаю, что это может быть так. Не знаю, что Возможно, это может здешние быть, но мне духи кажется, это завидуют живым. какая-то ерунда. Бумагой Тут на кухонном рассказывается острове. о мужичке, который на кухне впечатлил, каким боком, что-то не особо рассказывается, но вот укатилась вот эта штука. Собака испугалась. Укатилась бумага, но она могла и так укатиться-то. Ну, Самое странное для меня положил ее это не то, как очень. долго газета оставалась на одном месте, прежде чем внезапно взлететь. Ну-ка. Многие согласны с тем, что Собака-то реакция вообще собаки, похоже, у придает собаки этому реакция клипу правдоподобности. просто Помимо офигенная. этого эпизода, по словам реддитора, пара также слышала, как в комнатах над ними двигалась мебель, а они единственные, кто здесь живет. Блин, ну не знаю. Мне кажется, просто бумага так могла. Я говорю, это стечение обстоятельств. Все как обычно. По-моему, это У меня похоже больше на вопрос законное сейчас, привидение. откуда у него здесь камера. Ребята тут какие-то, которые уже не раз сталкиваются якобы с паранормальным, Многие решают реддиторы установить согласны камеру, с тем, что чтобы, там ну, что-то типа, есть. посмотреть, они сходят с ума или нет. Кажется, это... Я услышал твердый звук «ха», но не могу разобрать, что говорит голос. Я вообще голос не слышу, я слышу... Вот Может стук. быть, анонимное убийство? Там было что такое? Есть какие-нибудь другие Ну, что-то догадки? К, Это моя но единственная догадка о том, что здесь фиг говорится. знает. Тут нам пытаются сказать, что одна девушка пошла в какую-то старую церковь. И, мол, здесь нужно обратить внимание на какие-то звуки. Церковь заброшенная, я так понимаю, да? Как ты думаешь, что это за звук? По мере продолжения видео слышны еще более странные звуки. Я не слышу.
Судя по видео, человек, который снимал, ничего этого не слышал в тот момент. Да, По-моему, это похоже на мы ребенка демона. тоже. А еще скажите, что вот этого ребенка, который попал в кадр, Я его не в могу принципе там сказать, не что было. я знаю наверняка, что это такое, но я уверен, что оно пытается заманить нас внутрь. Тут, в общем, рассказывается за еще какого-то, ну, тикток-пользователя, который тоже в доме что-то почуял. И вот что происходит, когда ты тиктокер, и у тебя дома что-то происходит. И похоже, что озорной дух хочет свести этого человека с ума. То есть ни малейшего предположения, что просто механизм разболтан, ну, грубо говоря, да, и эта Успокоившись, шторка он потянула. направляется в соседнюю комнату, Не чтобы знаю. взглянуть. Настолько туфтово и нелогично, блин, что почему сразу это демон-то? Или какие-то духи, или призраки? Но там никого нет. Некоторые в комментариях думают, что если этот полтергейст обосновывается, то жилец должен потребовать арендную плату за первый и последний месяц. Я согласен. А, Расплатиться так он это еще и самое арендует меньшее, эту что хату. может сделать этот. Тут опять мы должны услышать какие-то звуки. Мужик гулял в лесу, где-то там на востоке Канады. Вот, ну, наверное, что-то вот. Сейчас мы услышим, как обычно. Я был бы в ужасе, если бы Опять услышал звери, это в что ли? тишине леса. К сожалению, многие чувака, реддиторы наверное, с этим здесь согласны. бензопилы нет, как у предыдущего в лесу в прошлом видео. Или, может быть, это звук как раз того Многие чувака, говорят, что кто этот на звук ужасен бензопиле и работает заставил бы где-то их рядом. бежать. И меня бы тоже. Это не похоже ни на одно известное мне животное. Я думаю, что это вполне возможно снежный человек или какое-то еще более жуткое Вполне неизвестное возможно, да. лесное существо. Как вы думаете, что У нас является что полтергейст, источником это, этого в звука? принципе, каждый день. Так, а тут, я так понимаю, это вообще российский блогер, наверное. Ну, так как у него написано «да» и «нет» по-русски на бумажках, я думаю, что это так. Я думаю, что здесь сразу же мы можем прям говорить, что это постанова. Давайте просто смотрим, насколько ее сделали качественно. Второй стабилизатор в другой комнате записывает какие-то необъяснимые звуки. Ок. Вас убили в этом доме? Да. Вскоре после этого дверь открывается сама по себе. Затем, после того, как Дмитрий выходит из-за стола, что-то сдвигает его табурет под ним. То-то. Я думаю, это просто нитка, которую он притянул. Что бы здесь ни происходило, оно не хочет, чтобы здесь поселились живые. Но мы должны здесь поселиться. Я думаю, что вся эта паранормальная активность требует дальнейшего расследования. Постанова это. Так, тут говорится о том, что вот этот маленький малыш играется со своей же тенью, и по идее с ней должно что-то произойти. Это, ну, как я понимаю. Затем, когда малыш отступает от двери, его тень не следует за ним. Смотри внимательно. Да ну, да вы что? Прям такое ощущение, как будто эту тень просто оттуда... Короче, чувака стерли, грубо говоря, с экрана. Даже Что-то в кажется, этом что тень понимании. малыша И тот призрака кадр немного так... Хотя, движется. блин, камера... Взгляни Ну, еще короче, раз. тяжелая работа здесь сделана, скажем, по монтажу, но... Похоже, что он наклоняет голову. Что же, я не уверен, что этот эффект можно объяснить. Я уверен в одном. Это ребенок-демон в процессе становления. Так, тут рассказывается про какой-то древний там музей. То есть в целом здание, я так понимаю, не заброшенное там ничего, а просто это музей.
И, естественно, по какому-то случаю стечения обстоятельств именно этому чуваку удалось Ты завпечатлить. это видишь? Левая зеркальная панель начинает слегка двигаться. Вижу. Тоже ее двигает. Неужто призраки? В то время как редиторы предполагают, что это может быть невидимое вентиляционное отверстие, вызывающее вибрацию, они также не могут помочь, но задаются вопросом. Особенно с тех пор, как они почувствовали прилив и холодный озноб, когда вошли в комнату. Другие предполагают, что причиной Холодный этого озноб мог быть — это когда ты проходящий приходишь в заброшку, а там поблизости ветер поезд или просто дикий. вибрации Вот это с улиц. холодный озноб. Я думаю, что это может быть любая из этих вещей, но я бы предпочел, чтобы А это тут, был я очень думаю, это так. тщеславный. Наш любимый Болливуд, Болливуд, Болливуд. В общем, ну, опять заброшка, вот эти наши халай-малай пошли, и, естественно, у них что-то случилось. У них всегда что-то происходит. Не может быть такого, чтобы не произошло. Лопнула дверь. Заглянув внутрь, один из членов экипажа почувствовал, как что-то бежит на Сыт него. заходить. Что же именно что? столкнулось с этим человеком? Я не знаю наверняка, но я предполагаю, что это что-то из разряда паранормальных явлений. А, его типа якобы Что за бы это куртку ни дернуло. было, я думаю, что это что-то такое, во что зрители не могут поверить. Не знаю. Вот такая подборочка вышла на этот раз. Надеюсь, что в будущем я найду более интересные и необъяснимые видео. Ну а ты пиши комментарии, какие видео, возможно, тебе понравились и в которых ты видишь какую-то паранормальную активность. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.